Ван Гог. Вот не помню, кто из жертв пробовал уйти от пси-воздействия, ныряя на 20 метров в море, куда никакой радиосигнал не пройдет. И ничего не изменилось. Какие можно сделать выводы? 1. Это не радиосигнал. Нейтрино, что ли? 2. Если чип, то с функцией плюс база данных, при этом чип не регистрируется ничем. 3. Это сущность /эгрегор /полтергейст /дух /бес /энерговампир развившийся до уровня полусознания и вцепившийся в нас мертвой хваткой. Этакая пиявка, присосавшаяся к мозгам и ставшая оттого немного разумной. Поймите, нет никаких спецслужб и проспект на глубине в 20 метров морской воды. Виктор Вольный. Это радиосигнал. Есть спецслужбы и на большей глубине. В настоящее время перспективным направлением для решения проблемы связи с подводными лодками является применение лазеров сине-зеленого спектра 0,42–0,53 микрометра, чье излучение с наименьшими потерями преодолевает водную среду и проникает на глубину до 300 метров. Помимо очевидной трудности с точным позиционированием луча, камнем преткновения данной схемы является высокая потребная мощность излучателя. Первый вариант предусматривает использование спутников-ретрансляторов с крупноразмерными отражающими рефлекторами. Легче всего все свалить на сущности /эгрегоры /полтергейсты /духов /бесов /энерговампиров Ван Гог. И что? За каждым из нас следит неотступно такой перспективный спутник. Попутно лишая нас сна, еды и свободного мышления. Я тоже изучал вопрос связи на СНЧ для подлодок без всплытия. Их приемные антенны вытягиваются на сотни метров. Излучающие антенны вообще десятки километров и мегаватты мощности. К тому же скорость передачи пары знаков в минуту. Явно не наш случай. Такие-то затраты, чтобы нам букву-бяку устроить. Все же это сущности. Их много. И они нематериальны. Они быстро эволюционируют. Год за наши 10, а то и за 100. А главное, они подключены к каждому и объединены в некую сеть. Вот вам и невидимая нейросеть, матрица. Вот вам и гангсталкинг. Вот вам и глубинные познания в индивидуальной и социальной жизни индивида. Виктор Вольный. Спецслужбистам и нужно, чтобы мы верили в инопланетян и некие сущности. Вокруг планеты вращается множество искусственных объектов. Среди этого мусора заметны ускорители, неактивные спутники и даже детали кораблей и костюмов. Было посчитано, что на орбите находится примерно 21 тысяча объектов, больше 10 сантиметров. Малая часть – операционные спутники. 500 тысяч обломков достигают размера 1,10 сантиметров. Виктор Вольный. Явно не наш случай. Такие-то затраты, чтобы нам букву-бяку устроить. Также не надо преуменьшать воздействие на нас и то, что это международная правительственная программа, на которую затрачено множество средств. Опять же грязные приемы. Это не букабяка, а проект «Монарх», МК Ультра. Цель поиска и изучения средств манипулирования сознанием, действует и улучшается C50X годов. Ван Гог. Вот вы упертый конспиролог. 1. Сущности нематериальны, но любят управлять материей, и самое лакомое легкоуправляемое – человек. К тому же с недавнего времени – глобально управляемое. 2. Они завидуют нашей материальности или презирают ее. Тут может быть и то и другое разом. Она жутко ограничивает нас. Мы для них хуже слепых кротов, а опарышей в навозе. Но она и дает нам то, чего нет у них – чувства. Аж целых 5. Поэтому они так стремятся подключиться к нашим осязанию, болевые ощущения, вкусу, смакуют нашими рецепторами, обонянию, газы, чуждые запахи, ну про зрение и слух и так понятно. 3. Они весьма не прочь сделать нас такими же нематериальными. Отсюда столько принуждений к самоубийству, убийству. Тогда человек станет их полной добычей. Его энергоинформационное поле пойдет на их питание. Иштарану поддерживаю. Я с подобными проявлениями уже второй год пытаюсь справиться. Любая прога со временем напитывается нашими же мыслеформами, непроработки астральных меток прошлого, и превращается в обычную сущность, у которой одна задача – выжить. В итоге негатив, которым эта дрянь питается, растет. А сюрприз заключается в том, что мы сами ее кормим. Виктор Вольный. Есть такие технологии и люди, которые хотят сделать общее сознание у всех. Систему Роя с маткой-королевой наверху, которой все будут подчиняться. Почитайте побольше про нанотехнологии, химтрелы, маргелоны, умную пыль, а также нейросети. Цель это опыта над людьми и мировое господство. Всю империю люди этого хотели во все времена и пробовали это реализовать. Стать богами, управлять остальными.
Сейчас же люди пишут, что это последователи Гитлера. Все идет от того времени и их экспериментов, которые постоянно дорабатываются. Самое интересное, что есть большая доказательная база этого, а не просто вот так рассуждения о домовых и полтергейстах, неких сущностях. Дмитрий Соколов: пограничная глубина для связи субмарин 40 метров. Иначе им нужно выбрасывать радиобой. Субмарины используют самую лучшую радиосвязь, какую только можно использовать, чтобы как можно меньше всплывать на поверхность для сеанса связи. Это радиоволна, но диапазон между 20 и 40 метрами максимальной глубины для радиосвязи все равно слишком большой. Дмитрий Соколов: ну как быть с археологическими находками, которые явно указывают на внеземное происхождение? Их много, а голоса в голове люди слышали еще 1000 лет назад. Виктор Вольный: охотно в это верю. Только сейчас людей обманывают и создают искусственных экстрасенсов и шаманов. Ранее же люди на самом деле общались с высшими силами. В наше же время человек уже слишком деградировал, и природа кардинально изменилась с его подачи. Возможно, и были раньше другие неизвестные доселе цивилизации, происхождение которых остается и поныне загадкой. Но это не обязательно означает, что они повинны в том, что сейчас происходит. Ван Гог. Екатерина Кондрашова: насколько я знаю, из состоятельных людей под пси-террором только пара человек. Вы и бизнес-леди из Питера. Остальные – голь перекатная или около того. Так что дело тут скорее в ментальной сфере, точнее в ее уязвимости. Виктор Вольный: дело тут в том, что этим и занимается элита. Вот среди нее, конечно, и не будет жертв. Много моих сталкеров и тех, кто облучает с машин, люди с виду респектабельные и богатые, одеваются хорошо, дорогие авто. Дело тут также не в каких-то ментальных уязвимостях, а в том, что это криминал и данная работа хорошо оплачивается. Ван Гог: сдались вы им. Если с вас нечего взять, вы для них не существуете. Повторюсь, дело тут в ментальной сфере. Те, на кого вы думаете по природе своей хищники, сожравшие за свою боевую жизнь ни одного делового партнера. И чутье и выживаемость у них звериная. Им чужды сантименты и прочая эфемерная ерунда. Они все время настороже, они быстро думают, но поверхностно, постоянно одно: как где что урвать, кого сожрать и не быть сожранным самому. Ничего так, портрет отечественного дельца любой масти, да? Поэтому пси-паразиту сложнее уцепиться, а уж тем более управлять. Но все же ими тоже управляют, только иначе. Ван Гог: любая атакопроводящая среда непроницаема для радиоволн. Проницаемость морской воды стремится к нулю. Только сверхнизкочастотные могут пройти. Антенны на такие частоты имеют колоссальные габариты, 60 километров и более, и ничтожный КПД. Двойка вам по физике. Дмитрий Соколов: технологии пришельцев. Антенной в этом случае является все тело человека. Юлия Бродецкая: только пришельцы — это люди, которые не способны думать сами, а за них думают программы. Анна Франкова: а как же подводные лодки передают сигнал? Забыли про это? Пси-террор — это военная технология. Операторов обучали по методологии Геннадия Сергеева. Нет пришельцев. Есть сумасшедшие люди. Есть даже книга Сергеев Г.А. «Методология психотроники». 1975. Дмитрий Соколов: почему не могут? Могут. В группе скоро будет новая книга. Почитайте ее обязательно. Вы многое узнаете и поймете. Я отправил вам ссылку. Они и сейчас есть, и тогда были. Никуда они не делись. Имплантированных людей миллионы. Даже если просто логически подумать, то никакие банды пси-террористов не потянут такие масштабы. Даже спецслужбы не найдут столько негодяев, которые будут готовы сутками долбить людей. В группе скоро будет книга. Почитайте ее. Макс и Млей: подводные лодки для радиосвязи выпускают буи с антенной. Анна Франкова: это, наверное, какая-то супер устаревшая технология. Макс и Млей: это безальтернативная фактически технология. То же самое и с определением координат. Для приема сигнала со спутников нужен либо антенный буй, либо подниматься до малой глубины, а значит, становиться заметными для визуального наблюдения с самолетов/вертолетов. Юлия Бродецкая: не все правда, что пишут и говорят. Дмитрий Соколов: но то, что за пришельцев думают компьютеры, звучит уж слишком неправдоподобно. Не устаревшие, а не развитые. Тот радиосигнал, который современные подлодки могут принимать только с глубин до 40 метров, на самом деле проникают гораздо глубже, но наше оборудование не может их уловить. Пришельцы имеют более чувствительные средства радиосвязи. Они используются в технологии импланта. Наша связь примитивна. Виктор Вольный: это международная правительственная программа, на которую затрачено множество средств. Проект «Монарх»
МК Ультра. Поиск и изучение средств манипулирования сознанием действует и улучшается C50X годов. Все это реализовано технически. Технологии засекречены. Есть такие технологии и люди, которые хотят сделать общее сознание у всех. Систему Роя с маткой королевой наверху, которой все будут подчиняться. Почитайте побольше про нанотехнологии, химтрелы, маргелоны, умную пыль, а также нейросети. Цель — это опыта над людьми и мировое господство. Всю империю люди этого хотели во все времена и пробовали это реализовать, стать богами, управлять остальными. Сейчас же люди пишут, что это последователи Гитлера. Все идет от того времени и их экспериментов, которые постоянно дорабатываются. Самое интересное, что есть большая доказательная база этого, а не просто вот так рассуждения о домовых и полтергейстах, неких сущностях и пришельцах. Виктор Вольный, у нас есть такие технологии, которые позволяют сигналу пройти в толщу воды на 300 метров. Это технологии земные. Здесь же и кроется секрет, почему на жертв часто светит лазером. В настоящее время перспективным направлением для решения проблемы связи с подводными лодками является применение лазеров сине-зеленого спектра 0,42–0,53 микрометра, чье излучение с наименьшими потерями преодолевает водную среду и проникает на глубину до 300 метров. Помимо очевидной трудности с точным позиционированием луча, камнем преткновения данной схемы является высокая потребная мощность излучателя. Первый вариант предусматривает использование спутников-ретрансляторов с крупноразмерными отражающими рефлекторами. Вариант без ретранслятора предусматривает наличие на орбите мощного источника энергии. Для питания лазера мощностью 10 Вт потребуется энергоустановка с мощностью выше на 2 порядка. Дмитрий Соколов. Использование лазера предполагает размещение на орбите огромного скопления спутников, поскольку луч лазера может быть направлен только на одного человека. К тому же, как этот луч будет проникать в метро? Вода вообще сильно преломляет. Понимаете? Вопрос в том, чтобы точно знать, каким образом осуществляется воздействие и какого рода связь используется. Тогда можно искать средства защиты, а сейчас одни говорят, что это СВЧ, другие — торсионные поля и целый ворох всевозможных вариантов. Виктор Вольный. Сейчас уже на орбите огромное скопление спутников. Для метро и прочих таких неудобств за жертвой постоянно ходят люди с переносными устройствами в больших сумках и рюкзаках, а также светят приборами, замаскированными под обычные фонарики, лампы и прочее. Радиосигнал может быть преобразован в свет, это научно доказано и используется при терроре на самом деле и применяется, обкатывается множество средств, а не что-то одно. Дмитрий Соколов. Я был в районах Крайнего Севера, в таком месте, где на 100 с лишним км вокруг ни одного человека не было, и никого с сумкой не видел. Я нырял под воду, и там тоже никого не было. И все это было еще до того, как я узнал, как это все делается. Никто не ходит за людьми. Это космическая связь, а в тело вживлен имплант. Вы сами проверяли наличие у себя импланта? Виктор Вольный. Импланты точно есть. Люди сейчас пишут о дронах, которые замаскированы под звезды. Вот они и могут передавать этот сигнал где угодно. Дмитрий Соколов. Тогда зачем ходить за человеком, если и так всегда и везде на связи? Виктор Вольный. Есть открытые места, куда привлечены дроны. В городе же действуют другие законы, там много закрытых и неудобных мест. Там уже используются другие наработки. Дмитрий Соколов. А как они дронами на севере за мной добрались? А как они под воду за мной нырнули на 20 метров глубины? Импланты, космическая связь и все. И имплант у каждого. Кто думает, что за ним псиопы бегают повсюду? Люди не понимают этого. Проверить же элементарно можно. Почему так много людей до сих пор верят в групповое преследование? Потому что им голову забивают этой ерундой, и думать самостоятельно не дают. Виктор Вольный. Так дронами можно передавать сигнал везде, можно его доставить, либо же он сам прилетит, разместить их по всему периметру. Многие жертвы, и я в том числе, видели беспилотники за чертой города. Говорят о постоянно преследующем частном самолете, вертолетах. Лазерный луч, или же просто свет может пройти сквозь толщу воды. Однако же и у них иногда затухает сигнал. И это нормально, но сейчас же они активно разрабатывают методы по его обеспечению практически везде, постоянной бесперебойной и четкой его трансляции. Дмитрий Соколов. Я был почти у моря Лаптевых.
Это заполярная Якутия. Тундра вокруг, насколько глаз хватает. Кроме поездок и погружений, я делал КТ и замер ЭМИ, и все подтверждено. Имплант. Виктор Вольный, конечно, есть импланты. Чтобы задействовать их, и нужен радиосигнал. Он как раз и транслируется со спутников. Но необходимо его передавать точечно, обычно вместе со звуками, светом. Для этого и используются новейшие военные разработки. Дроны маскируются под птиц, звезды и прочее. Дмитрий Соколов: зачем, если есть радиосигнал, в котором будет все? Для радиоволны не нужна никакая точность. Она и так везде достанет. Она же не направленная и распространяется во все стороны. Виктор Вольный как и писал: тут все дело в мощности сигнала. Также жертв специально накачивают всякой химией, сыпят с неба алюминий и прочие вещества, вживляют чипы. Слишком много факторов пока, которые не позволяют сделать из нас полноценных биороботов. Дмитрий Соколов: на глубине 20 метров под водой добило до меня. Значит, с мощностью сигнала все в порядке. Об этом можно не думать. Сигнал сильный. А то, что из человека нельзя сделать биоробота уже сейчас, это у вас недостаточное знание того, на что способна манипуляция разумом. Со временем поймете. Вам стоит хорошо разбираться в том, как работает технология импланта. Это важный момент к пониманию всего остального. Дмитрий Соколов: никакие химикаты для воздействия не используются. Это миф. А химтрилами нас в основном просто травят. Не нужно им столько людей на планете, убивают лишние массы населения. Виктор Вольный: из своего опыта сужу, что сигнал особенно ощутимый и сильный дома, где все для этого оборудовано. На улице же в разных местах он не такой сильный. Постоянно ищу места, где он больше всего затухает. Однако же они постоянно эти места оборудуют своими фонарями, которые добавляют к мощности, либо же с машин, сталкерами и прочим. Виктор Вольный: многие жертвы также пишут о том, что им помогает детоксикация организма, очищение от тяжелых металлов. Не такое сильное воздействие. Также они пишут о постоянных химтрилах прямо над домом. Дело в том, что необходимо также поддерживать общее захламление и электропроводность организма, поэтому нас и травят постоянно. Дмитрий Соколов: такое мнение у вас сложилось, исходя из личных ощущений в теле? Правильно, Виктор Вольный: такое мнение у меня сложилось из третьих-летнего анализа информации по этому поводу и своего личного опыта. Эти чипы ощущаются, так же как и сигнал, В2К, звон в ушах и прочее. Все можно проверить опытным путем. Дмитрий Соколов: людям так на голову воздействуют, что они видят врагов повсюду. Такая тактика воздействия. Люди не понимают, как работает воздействие на психику, и кидаются на любую информацию в интернете, а потом еще и свою туда добавляют. О личных ощущениях и выдается все это за действительность. На самом деле очень мало тех, кто все понимает, как надо это понимать. Поэтому и такой разброд сложился. Одни говорят одно, другие другое. Виктор Вольный: вам я предоставил научные факты по этому поводу и опыт многих людей. Все выглядят логичным и обоснованным. Решать же вам. Дмитрий Соколов: правильно. Личные ощущения. Вам в голову любые ощущения могут переслать черед радиосвязь. Абсолютно любые. Сильные, слабые, внезапные, ноющие, какие угодно, в любое время. А люди каждый раз это относят к разным внешним факторам. Отошел подальше от электростолба, и вроде тише стало. Ага, понятно. Значит, столб имеет отношение к этому. Так и создаются все эти предположения, основанные на личных ощущениях. А человеку просто другие сигналы в мозг отправили, вот и все. Можно и посреди огромной пустыни влепить любое ощущение. Тогда на что грешить, если вокруг никого и ничего нет? Люди ищут черную кошку в темной комнате, в которой ее нет. Понимания нет правильного. Будет это понимание, все встанет на свои места сразу, и групповое преследование испарится как и не бывало, и все объяснится. Виктор Вольный: ну вот вы пишите про правильное понимание, о том, как это надо понимать. Возникает вопрос, кому это надо так понимать в таком ключе? Спецслужбы постоянно маскируют свои разработки, выдавая нелепицы о пришельцах и прочих подобных явлениях. Виктор Вольный: ощущение — это одно дело. Я же в свою очередь и все остальные говорим о реальном затухании сигнала, снижении ими контроля, ослабевании В2К. Многие люди говорят об экранировании, и это действительно помогает. Также перемещение и уход от сигнала является своеобразным экранированием.
Дмитрий Соколовти, какие научные факты? Это вы о тех патентах и научных статьях говорите. А где гарантия, что это все правда? Что это не прикрытие большого масштаба? Ученые на видео рассказывают об этом. А где гарантия, что они вообще ученые? Или не запуганные специалисты, которые что угодно скажут, лишь бы их семьи не трогали? Нет такой гарантии. Потому что контроль сознания — это очень сильное оружие, и правду о нем люди не смогут нигде найти. Прежде чем я все узнал, я тоже ходил всеми этими путями, и у меня была возможность отсеять многое из того, во что сейчас люди до сих пор верят. И только под уже пришли достоверные сведения, которые все объяснили. Виктор Вольный, прикрытие чего, если это наоборот разоблачение секретных разработок и развеивание мифов о всяких пришельцах? Дмитрий Соколовти, как может помочь экранирование, если сигнал пробивает 20 метров воды? Никакой экран не поможет. 10 метров морской воды полностью глушат космическую радиацию. Дмитрий Соколовти, а если наоборот, прикрытие их деятельности среди нас, люди напридумывали примитивных средств воздействия, вот на эти разработки и сваливают все, что происходит, и о чем люди массово жалуются. Виктор Вольный уже писал вам, что люди хотят снизить это воздействие, и экранирование им помогает. Пусть пробивает. Как писал выше, лазерный луч пробивает и на 300 метров под водой. Так что люди хотят хоть немного ослабить сигнал, и у них это получается. Чем они делятся? Дмитрий Соколовти, не получается у них ничего. Поэтому одни пишут, что какие-то средства помогают, а другие пишут, что никакой пользы от этих средств нет. Как это объяснить? Ведь если помогло одним, то должно помочь и другим. Логично же. Дмитрий Соколовти, лазерный луч как минимум видно будет, чтобы его можно было свободно использовать. Виктор Вольный, потому как слишком много переменных в этом уравнении. У кого-то организм больше накачан, у кого-то меньше, у кого-то в доме электромагнитный фон больше и меньше, кому-то поставили больше своей аппаратуры или воздействие просто сильнее и так далее. Виктор Вольный об этом также писал выше. Дроны похожи на звезды издалека. Также есть маскировка под фонарики, лампы и прочее. Дмитрий Соколовти, вот так вот все и происходит, когда люди начинают искать любые объяснения, на которые только могут додуматься, чтобы объяснить для себя, почему так происходит. И появляются целые неуловимые банды, напичканные приборами, и преследующие людей. Нет понимания правильного. Ждите книгу. Возможно, из нее вы сможете все понять. Виктор Вольный, могу ответить тем, что вот так происходит, когда люди не думают, не ищут и все спихивают на то, что им больше подходит по духу, на некие культурные веяния в обществе и мифы. Говоря о правильном понимании, вы также ставите себя выше всех остальных, неким гуру. Дмитрий Соколовти, а если я вам скажу, что сам читал секретные документы из ФСБ, вы мне поверите? А если я сейчас даже выложу какие-то отсканированные бумаги с грифом «совершенно секретно», где все это будет написано, вы поверите в это? Во всем нужно разбираться самому, любую версию нужно очень тщательно анализировать и отсеивать то, что не проходит проверку. Вы наверняка читали комментарии, в которых люди пишут такое, что только в психбольнице можно услышать. Они тоже под воздействием, только им так голову задурили, что они в призраков начинают верить и пытаются убеждать в этом других. Думайте сами. То, о чем вы говорите, как и многие другие люди, я тоже в свое время проходил, и тоже не думал ни на каких пришельцев. И вообще никогда не интересовался ими. Но когда я в своих поисках добрался через свои связи до одного генерал-майора ФСБ, он сразу мне сказал, что это пришельцы. Вы в рептилоидов верите? Наверное, нет. А многие люди уже о них в открытую говорят. Так может быть, это все-таки правда. Может, стоит посмотреть на это с другой точки зрения, и хотя бы попробовать поискать в этом направлении. Вдруг это все так и они. Уж слишком много о них говорят. И я бы в это не верил, наверное, до сих пор, если бы не стал многое сопоставлять в свое время. Виктор Вольный, меня больше волнует то, как избавиться от этого воздействия, и предельно ясно то, что все это чудеса техники. Также меня волнует, как сохранить при этом человечность и помочь другим людям. Мир катится в пропасть. А кто за этим стоит, для меня не настолько важно. Древние вообще писали, что это все дух зла, который заставляет людей творить подобные вещи. Однако же у людей есть свободная воля, и делают это именно они, какой бы там дух зла ими не помыкал. Да и как писал выше, у всех службистов есть приказ все сваливать на пришельцев и нечистую силу. Дмитрий Соколовти, вы очень верно думаете. Я с вами согласен.
что в конечном итоге первостепенной задачей является найти способ избавиться от этого. Для этого нужно точно знать, какой характер воздействия. Вы что-нибудь предпринимали для того, что технически это установить? Использовали измерительные приборы или что-то еще подобное? Ван Гог, вот что вы бодаетесь как бараны. Я понимаю, почему так трудно уйти с материалистических точек зрения. Сам до недавнего времени был ярым сторонником чипов, имплантов, хитрых технологий, а про закамуфлированные дроны-преследователи вообще первая мысль с началом открытой фазы. Вы же, большинство из вас, под пси-террором дольше меня и настолько закостеневшая. Придется вам повторять и разжевывать. 1. Духи. Природа матрицы нематериальна. Нет никаких имплантов, псиопов и прочей стереотипной херни. Из стереотипного ближе всего бесы / духи / демоны / призраки / но это очень приближено. 2. Мануал. Именно после осознания этого факта, на этой неделе, моя аудиалка пошла на спад и подобрела. Они очень эмоциональные существа. Самое забавное, что мысленно прося мануал / вводный инструктаж от новой реальности, наткнулся на ролики про полтергейста и Гойгая. Короткие, словно записанные под мою текущие мысли. Есть некий ритуал взаимодействия с этими сущностями. Конечно, он не имеет никакого отношения к собачьему дерьму и пляскам на кладбище под луной. Это стёб над человеческой тупостью. Все происходит в ментальной сфере. Нужно научиться понимать этих эгрегоров. 3. Дуальность. Природа их двойственна. Возвращаясь к нашим баранам, они одновременно и паразиты сознания, и наши пастухи. Мы их создатели, и мы для них скот. Нас именно что пасут. Жертвы пси-террора — это паршивые овцы. Юлия Бродецкая, а вы думаете, что люди, думая своей головой, делали бы это? А то, что вы прочитали в книге, для нас и написано, чтоб думали в нужном направлении. Дмитрий Соколов. Я не читал в книге. Я ее написал, по той информации, которой располагаю. Юлия Бродецкая. Понятно. А вы уверены, что ее вам не навязали? Читая все комментарии, понимаю, почему нас считают больными на голову. Юлия Бродецкая. Мои предположения, что это исходит из Земли, возможно моря, сила воды, ветра и так далее, нам до этого далеко. Подумайте, на снимках с космоса Земля светится, а не этими лучами, которые все ищут. Дмитрий Соколов. Нет, не навязали. Я прошел непростой путь поисков и очень критически отношусь ко всему, что происходит. Я видел все своими глазами. Все неоднократно перепроверено и сильно подвергалось сомнениям. Дмитрий Соколов. Сделайте тест на наличие импланта. В группе есть статья «Имплант». Там описывается, как это можно сделать. Этого будет достаточно, чтобы вы обратили ваше внимание на техническую сторону вопроса. Это не лучи, ни волны, ни СВЧ, все проще. Главное понять, как работает технология импланта, и как осуществляется манипуляция сознанием, а соответственно и воздействие. Юлия Бродецкая. Кто ее написал? Не для того ли, чтобы все имплантаты нашли? Подумайте сами без помощи. Дмитрий Соколов. Я написал ее. Все, что написано в статье, я делал сам. Людмила Рогинская. Юлия. Это не из земли и не из воздуха. Просто из всех нас делают полных идиотов. Причем очень успешно. Закройте глаза и уши, и не верьте этим сказкам про рептилоидов. Вернее, может, они были, и может даже потомство где-то оставили. Но финансовые махинации и природные катастрофы устраивают обыкновенные люди с грязными руками, прячась за басни о пришельцах, чтоб всех сбить с толку. Дмитрий Соколов. Если вы не захотите увидеть это, то вы не увидите. Пришельцы — это очень скрытая тема людей, и даже при том, что об этом много говорят в телепередачах и обсуждают в интернете, все равно нужно прилагать личные усилия в поиске того, что сможет вас убедить. Вы просто отрицаете это, даже несмотря на то, что в мире так много доказательств этому. В той же археологии. Людмила Рогинская. Не путайте Божий дар с яичницей и не вуалируйте темы пришельцев преступления дистанционных служб. Есть то, и есть другое. Дмитрий Соколов. Есть мнение, что темой виляния пришельцев прикрываются, чтобы отвести внимание людей от тех же спецслужб. А если все как раз наоборот? Вы знаете, сколько людей, как они считают, подвергаются каждодневному преследованию целых групп людей по всему миру? Очень много. Можете себе представить, сколько нужно людей и средств, чтобы все это осуществлять? Такие масштабы не потянут никакие спецслужбы. И это не говоря о том, что спецслужбам простые люди, которые не могут ни на что влиять, не могут быть настолько интересны, чтобы на них расходовать такие большие средства. Подумайте логично, чем лично вы, простой человек,
могли заинтересовать спецслужбы. Вы политик, миллионер. Зачем вы им нужны, чтобы насылать на вас столько людей? Есть же этому простое и понятное объяснение. Виктор Вольный, надо понимать, что в сталкинге участвует множество групп и организаций. Для одних жертва будет террористом, для других – наркоторговцем, для третьих – торговцем оружием, педофилом, наркоманом, психом на свободе и так далее. Каждая из этих групп и каждый человек отдельно думает, что совершает правое дело, ведя слежку. Они в большинстве своем просто обмануты, ими просто пользуются. Они даже не в курсе, что помогают убийству и облучению человека. Виктор Вольный, Татьяна Федина о сталкинге. Действительно, жертву кем только не объявляют. И не просто объявляют, распространяют они разные небылицы, но и подтверждают эти небылицы сфабрикованными видео, аудиозаписями, фото и проспект. И все это делается ради того, чтобы сотни и тысячи людей делали жизнь жертвы невыносимой, устраивая для нее травлю, преследование, дискредитацию, чтобы поставить жертву на учет в психушку, отобрать у нее материальные блага, квартиру, деньги, бизнес и так далее. А в это время преступники, ученые, военные, медики проводят незаконные эксперименты с жертвой, используя психофизическое оружие. И вся эта свора преследователей понятия не имеет, что происходит на самом деле. Эту свору используют для проведения незаконных экспериментов и для прикрытия тех самых экспериментов, которые лишают человека здоровья и жизни. Эти люди тоже по сути являются преступниками. Дмитрий Соколов, те не сотни тысяч, их миллионы и миллионы. Не оценивайте их количество по тем людям, которые сидят в интернете в группах по этой теме. Их гораздо больше. Большинство людей вообще не понимают, что происходит, и не ищут ответов нигде. Масштабы слишком огромные. Но с другой стороны, как вы объясните это? Дмитрий Соколов, вот это. Дмитрий Соколов, слишком много всего подобного, чтобы отрицать то, что пришельцы есть. Виктор Вольный, простите, но мухи отдельно, котлеты отдельно. Все. Закончил это обсуждение. Дмитрий Соколов, вот так вот все обычно и заканчивается потому, что упирается в неопровержимые факты, которые не обойти. Доказательств слишком много, и они научно подтвержденные, а мнение о том, что существует групповое преследование бандами пси-операторов, основываются только на рассказах тех, кто сами подвергаются этому воздействию. И именно эти люди потом пишут те самые статьи и книги, которые те расценивают как прямые доказательства сталкинга. Глубже копать почти никто не хочет. Дмитрий Соколов, те люди слышат голоса сейчас, и слышали их в древности, когда еще не было никаких спецслужб и всего того, что пишут о контроле разума сейчас. Это как объяснить? Виктор Вольный уже отвечал на данный вопрос ранее. Охотно в это верю. Голоса в древности, только сейчас людей обманывают и создают искусственных экстрасенсов и шаманов. Ранее же люди на самом деле общались с высшими силами. В наше же время человек уже слишком деградировал, и природа кардинально изменилась с его подачи. Возможно, и были раньше другие неизвестные доселе цивилизации, происхождение которых остается и поныне загадкой. Но это не обязательно означает, что они повинны в том, что сейчас происходит. Дмитрий Соколов, верно? В древности люди слышали голоса тех, кого они называли демонами. А кто так демоны на самом деле, и как они могли разговаривать в голове людей в древности? Демонов можно отнести к существам с рогами и копытами, которых рисуют в церквях, и которые имеют некие сверхспособности или даже вообще не существуют в материальном мире. А можно подумать глубже. С точки зрения знаний и понимания современного человека, можно сопоставить то, что известно о пришельцах, отмести все лишнее. То, что придумали напуганные древние люди, которые никак не могли объяснить голос в голове, кроме как проявлениями высших сил, и посмотреть на все происходившие тогда и то, что происходит сейчас другими глазами. Можно даже святые писания правильно прочитать с позиции современных знаний. Ниточка за ниточкой все сложится. Дмитрий Соколов, а если найти для себя доказательства того, что пришельцы были тогда и сейчас тоже никуда не делись, то можно задать себе вопрос, почему люди их не видят, и что им тогда нужно от нас. И вряд ли правильным ответом будет интерес к природным ресурсам, которых полно и на других планетах.